Друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня у нас третий ролик, посвященный обновленным мониторам Kali Audio. И на сей раз перед вами трехполосные системы IN8 с добавочкой V2. Давайте будем смотреть и слушать. Предыдущие видео, в которых мы представляли вам обновленные LP6 и LP8, нам четко показали, что все проведенные модернизации это были никакие не маркетинговые шаги, с чем часто можно столкнуться, наблюдая всякие там разные V2, Mark II, Mark III и так далее, а действительно качественно проведенная работа над какими-то, так сказать, прежними ошибками плюс улучшение некоторых важных показателей. Здесь в IN8 все то же самое. Уровень собственных шумов упал на 12 дБ, максимальный уровень звукового давления поднялся на 3 дБ, и доработанная схема DSP нам, так же как и в линейке LP, скорее всего даст больше общей детализации и яркости в средне-высоком диапазоне. Но торопиться не будем, это все мы с вами попробуем услышать чуть позже. А пока давайте традиционно обо всех характеристиках и наворотах. Итак, система трехполосная. За низкие частоты здесь отвечает 8-дюймовый бумажный вуфер со специальным покрытием. Середина во власти 4 дюймов коаксиального многослойного драйвера. И, наконец, высокие частоты. Их нам выдает вот этот мягкий купол размером в 1 дюйм. Тем, кто не особо знаком с таким концентричным расположением динамиков, то есть один внутри другого, могу коротенько сказать, что такая технология позволяет добиться точечного звучания и создать очень хорошую направленность на все 360 градусов вокруг динамика. Эта фишка очень крутая, и мы имели честь оценить это не только на этих мониторах, но, например, еще на таких как Tennoy Gold, которые тоже используют эту технологию и звучат далеко в отрыве от своих собратьев. Но, правда, там только 2 полосы, и стоят они, таких не совсем скромных денег. Кстати, заговорил о деньгах, давайте уже и узнаем, почем наши 3 полосы Kali Audio. Внимание! 34 500 за одну колонку на момент выхода нашего видео. Не знаю, кто по каким критериям меряет, но такую цену можно назвать совершенно нормальной. По одной простой причине. Все, что нам надо получить от студийных мониторов очень приличного качества, мы получим. Давайте вернемся к характеристикам. Мощность одной колонки у нас 140 Вт, распределена она следующим образом: 60, 40 и 40. Частотный диапазон при минус 10 дБ 37-25 тысяч, при плюс-минус 3 дБ 45-21 тысяча Гц. Максимальный уровень звукового давления 117 дБ. Напомню, в первой версии он был 114. Кроссоверы настроены на частотах 280 и 2800 Гц. И, наконец, весит одна такая колоночка 10,4 килограмма. Стоит еще добавить и то, что в результате инженерных доработок в этих мониторах значительно улучшен показатель коэффициента гармонических искажений. И это при том, что сама по себе система была и в первой версии спроектирована так, что нагрузка на низкочастотные и высокочастотные динамики была уменьшена за счет появления 4 дюймов середины, который, кстати, не только воспроизводит средние частоты, но еще является волноводом для твиттера. Так вот, хоть и играло все уже круто и основательно, не останавливаются Kali на достигнутом, за что надо выразить им свое уважение. Молодцы. Так, заглянем на заднюю стеночку, чтобы увидеть все то же самое, что было и есть на всех моделях LP и IN серии мониторов Kali Audio. Ну а зачем что-то придумывать по нескольку раз, если уже однажды придуманное работает и очень даже неплохо. Итак, 8 настроек граничного эквалайзера, которые мы можем выбирать в зависимости от места и способа установки мониторов у себя в студии. Кстати, к этому моменту надо отнестись очень серьезно, поскольку даже самое малейшее изменение положения колонки в вашем пространстве может кардинально изменить частотную характеристику. Поэтому внимательно изучайте картинки, находите близкие
близкий вариант к вашему и, собственно, переводите вот эти селекторы, первые 3, в нужное положение. Плюс дополнительно вы можете скорректировать низкие, высокие частоты путем добавления или уменьшения их на 2 дБ следующими 4 селекторами. Да, последний 8 – это то, что надо включать при подключении колонок через RCA провода. В случае балансного подключения TRS или XLR ничего переключать не нужно. Ну что, друзья, товарищи, давайте мы уже с вами и послушаем, как играют наши обновленные IN8, а заодно и сравним с тем, как тот же самый микс звучал в исполнении первой версии этих колонок. Запись, слава богу, у нас сохранилась, и вот сейчас мы ее и используем. Слушаем, а после подведем итоги. Что ж, давайте будем резюмировать. Если откровенно, то у нас полный восторг. Как и в первом случае, так и сегодня. Колонки играют просто замечательно, звук мощный, яркий и понятный. Кроме того, изменения, о которых говорится во второй серии, действительно вступили в силу. Собственный шум исчез практически полностью, детализация в диапазоне читаемости заметно выросла, гармонические искажения сведены на минимум. Ну а то, что отличия по звучанию с первой версией могут быть на записи более заметны, чем то, о чем мы говорим, то здесь просто надо сделать скидку на то, что мы могли при установке всего оборудования для теста где-то в каких-то сантиметрах ошибиться по сравнению с записью первой версии мониторов, что и подтверждает особую важность правильной установки мониторов в наших студийных помещениях. Берем это на самую серьезную заметку. Друзья, на этом заканчиваем. Всем желаем хорошей музыки, спасибо, что смотрите нас, и до новых встреч на нашем канале. 0608. Ну да, как-то это даже вспотеть не успел.
Как интересно про такие колонки рассказывать. Ни разу не сбился, а? Покупайте, ребята, хорошее оборудование. И да будет вам всем счастье. Это да.